Мы решили сделать приложение, связанное с домашкой. Только чтобы это не нарушало ничьих прав. G это что? Game или что? Gold. Gold. Как Клод вообще рисует? Что-то я. Узнаем. Нет. Уровень знания оружия мама. У нас должны быть пароли, откуда они возьмутся. Ржешь, мокрый. Нет, я же не такой. Оба. Это камуфляж, если кто не знает. Мама, это тени антистресс. Баланса хватает! Если ты будешь неправильно водить, он тебя будет наказывать. Если закрыть оба глаза, выглядит лучше. Всем привет! Всем привет! Я профессиональный разработчик, а это мой сын, ученик 3 класса. Всем привет! Мы решили сделать приложение. Какое? Мы решили сделать приложение, связанное с домашкой. Мы решили его завайкодить в антигравити. Почему в антигравити? Что значит код? Зачем вайп-кодить? Почему в антигравити? Потому что я использую антигравити в профессиональной разработке. Цель у нас какая? До 1 сентября сделать приложение. Сейчас какое? Сейчас 22 июля. И я бы хотела за Нет. 3-4 сессии его сделать с тобой. На сегодняшний день у нас цель описать функционал и сделать мок. Знаешь, что такое мок? Моб. Знаешь, что моб. Собака такая. Мок — это не настоящее приложение, а просто Сайт. интерактивный, да, такой сайт с ненастоящими данными. В антигравити есть несколько моделей разных языковых, которые помогают писать код. Начинаем наговаривать в Gemini. Что мы хотим? Напиши нам документацию, не пиши никакого кода, просто напиши МД документацию про наше приложение. Мы хотим сделать приложение PVA. Мы хотим потом разместить его на Яндекс Serverless сервисах. Мы сейчас будем описывать дизайн, безопасность, критерии по аутентификации и страницы будем описывать по очереди. Так, давай сначала что мы будем делать? Что ты по дизайну будешь делать? Какой ты хочешь? Хочешь какой-нибудь типа стиль Майнкрафта или что-нибудь? Или что-то хочешь серо-буро-малиновое в крэпе? Серо-буро-малиновое я ничего не думаю, потому что такого цвета нет. Но я бы хотел, что есть несколько фонов, которые ты выбираешь по своему желанию. Ну, а какие эти фоны должны быть? Какая тематика? А любую можно. Любую. Но только чтобы это не нарушало ничьих прав. А стандарт 2 не нарушит? Может нарушить. Оружие лучше не использовать. Первый фон, наверное, будет военным, но без оружия. Может быть, камуфляж? Я бы хотел, чтобы по бокам были агенты. Ну, вот. Какие агенты? Ну, и стандарт 2. Марк, давай еще раз. Это будет приложение. Это будет приложение, где будут всякие текст, будут картинки, будут кнопки. Тебе нужен фон, который не сильно отвлекает. Если это будет камуфляж, например, блеклый, то это будет нормально. Если это будет куча персонажей, это будет очень отвлекать. 2 персонажа. Зачем тебе 2 персонажа? Ну, тогда давай камуфляж. Камуфляж. Дай камуфляж.
Все? Да. Камуфляж и все? Нет. Можно сделать камуфляж, кнопочки с танчиками. Ну что ты хочешь? У меня такая идея, что когда ты отправляешь сообщение, надо будет нажать как на курок. То есть ты вот так прикоснулся пальцем и сдвинул, и у тебя отправилось. Ну там курок, и ты касаешься и сдвигаешь пальцем. Ну, дальше. Мне нужно какой-то общий дизайн. Как? Ты сказал несколько фонов. Ты уже один хочешь камуфляж? Ты определился? Да, камуфляж с светло-оранжевыми, как это сказать, небольшими такими формами. Какими формами? Формами чего? Обрывка гранат. О, боже. Не, ну и я такое хотела. Приложение будет состоять из двух частей. Это юзеры с разными ролями. Ребенок и родитель. Для ребенка фон – это светлый камуфляж и все элементы интерфейса с военной тематикой. Кнопки отправки форм – это курок, который нужно сдвинуть в правую сторону, чтобы отправить. Другие элементы на кнопках. Нарисуй нам пример, потом мы посмотрим. Обрывки гранат, винтовки, ножи. А для родителя обычный темный фон. Белый. Темная тема. Черный, черный, да. Так, дальше. По поводу безопасности. Сделай отдельный документ по проверке безопасности, чтобы все библиотеки были без серьезных уязвимостей, чтобы база была защищена, и аутентификация, авторизация у нас будет по паролю. Пароль будем брать... Предложи, откуда? Что для PVA? Что для PVA является стандартом по безопасности? Инструкция. Так, что у нас дальше? Надо сделать инструкцию, чтобы люди понимали, что куда тыкать. Ну, пока мы делаем приложение для нас. Так мы сами разберемся. Для нас двоих. Возможно, если будет спрос, то мы откроем его для других пользователей, поэтому делай архитектуру с мыслью о масштабировании, но не мудри сильно. Так, ну все, давай описывать уже наши страницы. Я вот не могу определиться, нам пользователей просто в каком-нибудь файлике или какая-то админка должна быть. Что значит пользователь? Ну, я и ты. У нас должны быть пароли, откуда они возьмутся. Ну, я знаю... Давай... Ну, я могу придумать себе уже пароль. Подожди. Не говори свой пароль никому. У меня пока такая идея, что мы можем в разработке засунуть уже в базу данных 2 пользователя с разными ролями. А когда мы будем это дело собирать, то уже они там будут. Если у тебя есть лучший вариант, предложи. Так, все, давай, значит, приложение. Что есть? Давай я начну с родительских страниц, ты потом детские будешь описывать. Угу. Так, родительская страница. Значит, должны быть настройки для ребенка. Критерии по оценке домашнего задания. Критерии и
возможно, как сказать, не награда, а Баллы. баллы, да. Значит, критерии и баллы за успешное выполнение этого критерия. Баллы у нас двух видов. Это что-то типа рубли и копейки. У нас есть что? Монеты. И жетоны. Что больше? Монеты или жетоны? Монеты. Монеты больше, жетоны меньше. В одной монете 10 жетонов. На всякий случай. Закончу запись следующую. Это, значит, одна страница, где я пишу критерии. Второй функционал. Я каждый день оцениваю домашние задания по разным предметам. Должно быть это просто. И, то есть, я какой-нибудь там плюсик, я выбираю предмет, значит, мне еще нужна страница, где я добавляю предметы. И предметы связываю с критериями. Я добавляю предмет и по критериям пишу, сколько баллов заработано. Например, из там, 2 возможных сегодня достигнут 1. И эти баллы суммируются и идут, так сказать, на счет ребенка. Дальше у меня должна быть страница, где я вижу награды, которые ребенок выбрал, которые он хочет. И я могу для каждой награды написать стоимость в монетах и в жетонах. Или отказать вообще в награде, сказать, что она невозможна. Это родительские страницы. Так, давайте, теперь ты будешь детский. Готов наговаривать? Нет. Значит, я напомню, что ты хотел страницу, чтобы ты мог желаемые награды вбить, и ты хотел, чтобы можно было ссылки туда вставлять. Что я хочу купить страницу. И ты должен, разумеется, где-то видеть, сколько у тебя баллов. И все, да? 2, 3. У ребенка в правом верхнем углу написана буква G. После нее показываются монеты. Потом показывается, сколько монет. Допустим, у меня 1 монета и 6 жетонов. У меня написана буква G, потом 1.6. Угу. Потом ниже кнопка, что я хочу купить. Не кнопка, а заголовок. Заголовок. Что я хочу купить. Кстати, забыл, что показывается, сколько у меня монет и жетонов. Это написано желтыми буквами. Под заголовком, что я хочу купить, ссылка, снизу ссылка на данный предмет, а сверху маленькая картинка. В зависимости от того, сколько предметов я хочу купить, зависит от размера. Так, это если ты уже что-то добавил. А если ничего еще нет, то как ты добавляешь? То там, когда после, горит сначала плюсик, и туда я добавляю то, что хочу купить. То есть ссылка, картинка и что? Название ты вбиваешь туда. Ссылка, картинка и вбиваю название. Допустим, если у меня уже что-то, вбито, если у меня вся страница заполнена, то у меня открывается новая пустая страница, и показывается циферка 1, и мне нужно листнуть, чтобы переместиться назад влево, чтобы переместиться вперед вправо.
Так, это, если что, называется pagination, то, что ты говоришь. Что починаешь? Это вот как раз, когда есть странички. Погоди, ты, когда у тебя вот есть, допустим, 16, не знаю, жетонов, и есть что ты хочешь купить, ты на этой же странице можешь сразу их потратить? Нет. На другой странице ты тратишь? Как корзину? Трачу на специальной странице. Тогда рассказывай про вторую страницу. Еще есть независимые от первой страницы еще две разные страницы. На первой у меня есть то, что я планирую поставить в то, что я хочу. А вторая страница это где я уже покупаю. У меня там высвечивается, что мне разрешили. И мой баланс в таком же виде. Ты, так, ты что-то типа корзины, ты набираешь несколько в корзину, нажимаешь отправить. Давай, скажи. Я набираю несколько в корзину и нажимаю кнопку «Отправить». Которая выглядит как курок. Которая выглядит как курок. Мне нужно сместить курок вправо, чтобы отправить. Так, чем отличается к странице, где ты хочешь купить, от того, что ты планируешь хотеть купить? Там не показывается... Это твой личный, типа, чтобы я его не видела? Или что? Список, где ты еще не хочешь купить, а только... Ну да, это мой личный. То есть он не показывается родителю, и ты потом можешь туда какую-нибудь галочку поставить и сказать «отправить в хочу купить». Давай это скажем. Значит, если этот лист, который еще не хочу купить, а что собираюсь хотеть купить, его не видит родитель, и чтобы родитель увидел, нужно поставить галочки, и появится кнопка «Отправить в хочу купить», и тогда его уже видит родитель. Там тот же функционал, тот же плюсик, та же картинка, ссылка и текст. Так, что у нас еще не хватает? Меню он, наверное, спросит, догадается. Все? Ну да, все, наверное. Так, напиши пока один документ, MD-файл. Больше ничего не делай. Только структурируй наши мысли. Так. Ждем. Что пока расскажем? Что такое PVA? Я не знаю. PVA – это сайт, который можно добавить в телефон, как будто это приложение. На самом деле это сайт. У меня цель вообще сделать все бесплатно. Посмотрим, получится у нас или нет. Потом можно добавлять отдельные вещи за какой-то очень-очень маленькую плату, типа 1-2 рубля. Но мы платим за Antigravity. У нас платная подписка Pro на Gemini Pro. Ну, Gemini Pro это не только Antigravity. Gemini Pro это Antigravity, это генератор картинок. Там еще несколько видео в день дают в Veo или Omni. Так, вот он расшифровал документ. Сейчас мы будем разговаривать с Клодом уже. Клод более крутая модель, которая хороша в архитектуре, поэтому мы будем делать именно архитектуру с ней. Мы написали идеи проекта. Прочитай, задай вопросы. Первый этап. Обсуждение спецификации. Обсуждение спецификации, архитектура и mock файл.
подожди, я ему не сказала, что прочитать. Хапту. Вот это прочитай. Слышно. Что я написала там в architecture? Это значит, что я создала флоу, который помогает ему писать хорошую архитектуру. Там правила и так далее для него. Вот сейчас он будет задавать уточняющие вопросы. Так, технологический стек фронтенда. Что выбираем? Так, Next.js плюс TypeScript. Хорошо дружит с PVA. White плюс React плюс TypeScript. Легче, быстрее старт. Vue 3. Это все нам. Давай еще его спросим. Что ты порекомендуешь? Бесплатно, безопасно. Подходит для Яндекс серверлесс облака. Ну и хватит. Так, хранение данных. Где живут? Яндекс Object Storage, Яндекс Cloud Function. Да, это или PostgreSQL. У меня нет Яндекс. У нас будет Яндекс. Что из этого можно использовать бесплатно, если не очень много вызовов. Так, идентификация. Как родитель и ребенок входят в систему? Два разных пин-кода, пароль. Один для ребенка, один для родителя, один общий девайс. Нет, общий девайс нам точно не нужен. Два разных. Удаление реал-тайм обновления. Нужны ли они? Пуш-уведомления. Ребенок получает уведомление об одобрении. Да? Ну, давай. Иконки военной тематики. Откуда берем? Генерируем кастомные, используем готовую иконочную библиотеку. Я думаю, что свои сделаем, да? Нет. Нет. Ну, Готовые? лично я буду делать готовый. Ну, давай, готовые, бесплатные. И можно использовать для коммерческого использования. На всякий случай. Всегда нужно думать про юридической стороне вопроса. Так, еще думает. Тут надо не бояться. Витя. Тут надо не бояться задавать вопросы. Если мы что-то не знаем, потому что я PVA не писала никогда, я писала обычные сайты только. Так, его рекомендации по стеку. White плюс React плюс TypeScript. Backend Яндекс Object Storage. JSON как база. Плюс Яндекс Cloud Function. Бесплатно в пределах миллиона вызовов. У них, кстати, недавно они понизили лимиты. Но нам все равно должно хватить. На что? На то, чтобы просто пользоваться вдвоем. Да, давай. Пусть будет React. Так, язык русский, да? Угу. Я у меня английский. Нужна ли история транзакций, лог начислений? Например, за сегодня получено плюс 3 токена за уборку комнаты. Ну, я думаю, да. Ага. Так, виш-лист ребенка. Карточка элемента содержит изображение, которое ребенок загружает сам. Фото с камеры галереи или вставляет URL. Так, нам и то надо, да? Желаемая дата, кстати. Он предлагает. Я бы не хотела. Не хотел? Ну Это да. иконка плюс название плюс ссылка. Так, все. Так, создаем полную архитектурную документацию. Можно пока что-нибудь спросить и кому-нибудь что-нибудь рассказать. Например, ты знаешь разницу между аутентификацией и авторизацией? Ну, авторизация это ты где-то даешь знать, кто ты. Аутентификация? Даешь знать, кто я? Аутентификация? Аутентификация.
Тогда не знаю. Смотри, аутентификация – это когда ты вводишь, например, имя, пароль, и он говорит тебе, да, я такого знаю. Это значит, ты можешь войти в систему в принципе. А авторизация – это когда он говорит, я такого знаю, и он имеет права на это, на это, и на это, и на это. То есть мы с тобой оба проходим и аутентификацию, и авторизацию. У меня будет роль родителя, у тебя будет роль ребенка. И у нас будут разные права. Многие путают, кстати, эти понятия. Я как запоминала, автор – это типа какая-то профессия. Значит, это роль, значит, есть какие-то права у автора. Я так на всю жизнь Автор помню. может качать права. Автор может качать права. Так надо. Так, ну он там потихонечку нам пишет документ. Так, 2 роли. Так, управление критериями. Вот он написал нам список того, что нужно сделать. У него 17 получилось. Аналитика для родителя. Хочу видеть график активности ребенка за месяц. Это он чисто придумал. Это он на будущее придумал. Так, хочу привязать критерии к категориям школы обязанностей поведения. Мы-то только школу хотели. Как администратор я хочу поддерживать несколько семей. Да, это, видишь, он на будущее написал. А это все мусс. То, что нам надо обязательно. Он, видишь, уже пытается исправить на мусс. Зачем-то. Ладно. Так, вот, 1 монета, 10 жетонов он придумал. Coin токен. Это твоя G. G это что? Gain или что? Gold. Gold. Понятно. Так. HTTPS, пин-хэши. Так, эти токены, верификация. Токены, да. Ну, ждем. Он, видишь, вот пишет каждую из них. Вот он 17 написал просто в одну строчку, а теперь он каждую из них создает. И он мокит уже сразу. Сейчас моки посмотрим, будем его корректировать. Что такое моки? Моки – это наши странички, только не настоящие. То есть они просто статичные, будут без настоящих данных. Но мы увидим, как они в итоге будут выглядеть. И можем дизайн корректировать. Классно. Да. Ждем. Он 5 пока сделал, 6. Дай пока начнем смотреть. А моков нет, это такой документ он пока только делает. Моки будут, скорее всего, HTML у него на конце. Это MD, Markdown. Markdown, потому что его можно так вот красиво посмотреть. Видишь? Кстати, надо было, знаешь, что сделать? Надо было, чтобы Моки Джемини нам рисовал, а не Клод. Пусть Клод занимается этим. Как Клод вообще рисует? Что-то я. Узнаем. У меня всегда Джемини рисует. Пусть Клод занимается этим. Не наши проблемы. А чьи? Клодовские. Клодовские проблемы, наши проблемы. Тоже. Клода, кстати, не так много в антигравите, в подписке. Он быстрее всего заканчивается. Ну и ладно. У него 2 модели. И вот мы не самую крутую используем. Но когда вот уже самую крутую возьмем, она вообще быстро закончится. Кстати, смотри, появился Gemini 3.6 новая. Недавно появилась. Так она же самая плохая. Почему самая плохая? Я вообще не пользовалась. 3.5 только недавно было. Недавно появилась совсем. О! Что? Вот так Клод рисует мой. Не, ну кто ж выбирает роль-то? Не... Что значит прочитать 30 минут? Где прочитать 30 минут? Ну это типа задача твоя. Вот видишь, ты говоришь, пусть Клод рисует моки. Да. Отлично он рисует. Это что такое? Первый. Это график твой?
Что это такое? Объясните, Это график. Ладно, погоди, он сейчас все сделал. Так, давай переключим модель. Какую? Давай попробуем новый Gemini. Medium. Так. Я хочу... Так, подожди, у нас есть специальный флоу на дизайн. Так, это настоящий фронтенд. Давай попробуем. Я хочу увидеть настоящие моки. Так, я хочу увидеть настоящие моки. Наверное, HTML. По всем страницам с меню, навигацией и тестовыми данными. Коррекции по существующей документации. Все прочитай. Так, какие у нас коррекции? Роли задаются в базе данных при создании пользователя выбора на странице. Нет. Так, что еще мы хотим скорректировать? Цифровая клавиатура нам зачем нужна? На телефоне нам нужна цифровая клавиатура. Зачем? Пароль. Так. Военная галочка, интересно. Ой, военная галочка. Так, смотри, карусель он сделал. Так. Зачем? Ну, чтобы вот так на телефоне. Так, родители, ладно, начислить баллы. Так, хорошо. Мама, он меня сейчас заколдовал, как теперь карусель. Так, все, отдали задание. Надеюсь, нормальные моки увидим. Что? Ничего. Ржешь над мокрым? Нет, я ржу над тобой. Представляю, как твои одноклассники будут смотреть это видео. Так, ну что, нормальные майки. Я тебе говорила, что надо. Велосипед. Велосипед. Ну что? Кому нужен? Кому нужен велосипед? Не у всех есть велосипед. Не жалко. Так, не надо вот это вот политнекорректные вещи. Что? О, Види. классно. Зачем мне? Да, давай, смотри. Тесты. 1, 2, 3, 4. Хоба. Это камуфляж, если кто не знает. Че, как тебе? База бойца, рядовой Александр. Тут, конечно, что это? Смотри, G даже не по центру. Сделать математику. Потяните затвор вправо. Классно, мне нравится, да? Тебе нравится? Угу. Отправлено родителю. О, смотри, помнишь? Ну да, таких много есть. Вот, вперед твоя. Велосипед. Плюс хочу. Ну, название Класс. товара, покупки, ссылка на магазин не обязательно. Игровая мышь. Где игровая мышь? Потяните затвор, да, прикольно. Так, твой прогресс. Ну, а как он поймет, что это какая-то иконка, конечно, не очень понятно. Борка в детской. Задачи. Хочу. Не хочу. Не хочу. Слушай, ну я не знаю, мне кажется, он не очень понял твое хочу, не хочу. Почему? Ну, потому что... Я тоже не совсем так. И затвор я хотел как курок. Мама, это тебе не антистресс. Подожди, мой тест куда-то попал, нет? Не попал. Хочу, сразу мы переходим сюда.
Ну, не знаю. Не. Что тебе не нравится? Почему я не там? Генерал? Ну, Давай. 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 И смотри, я хочу, чтобы было, ну, не вот такой, а прям как курок. Я не знаю, как выглядит курок. Вот такая загогулинка. Ты уверена, что это курок? Вот, Курок. вот курок. Ты вот это хочешь? Вот это ты хочешь? Ну, курок и так себе выглядит. Вот курок. Это, не, по-моему, не курок называется. Что? Затвор? Нет, это не затвор. Так, уровень знания оружия мама. На что нажимают, чтобы выстрелить? Да, на что ориентируются комары, тоже хорошо. Спусковой крючок это называется. Но это никак не затвор. Ну, я согласна. Спусковой крючок, да? Да. Так, давай корректировать. Ой, подожди. Давай корректировать. Что мы пишем? Что? Значит, коррекция. Вместо рядового пиши, что, генерал? Генерал. Так, вместо изображения пистолета должен быть что? Спусковой крючок, и чтобы его не надо было двигать, чтобы его надо было двигать справа налево. Справа налево? Да, смотри, вот. Ты вроде говорил слева направо. Нет. Двигать его нужно справа налево. Так, что мне еще там не понравилось? Будем писать по поводу того, что ты хотел 2 разные страницы по желанию. Угу. Перечитай документацию. У нас... Так, я не вижу, что пишу. У нас должно быть 2 разные страницы по желаниям. Первое. Блин, ну как на свадьбу ее как коротко. Хочу. Думаю, может. Думаю. Родитель не видит. Можно переместить в хочу. И второе хочу. Так, давай сразу родителя тоже посмотрим. Еще мне не нравится, что там на главной странице вот это вот тут невнятно. Она должна быть тут. Нет, это ты у тебя представляешь, это на телефоне. Что? Телефон у тебя такой будет. У тебя не будет вот такого телефона. Я вот так всегда держу. Не. Так будем держать. Еще не хватало нам поддерживать горизонтальный режим. Так, еще не нравится хедер главной страницы ребенка. Напиши, что... G не по центру. Что? Так я не хочу по центру G. Нет, по центру кружка. Ты не видишь, что G не по центру кружка? Что вообще пишет? 3, 7, 1. 1 плюс 7, что это значит? Ты просто хочешь 3 и 7 и все. Ну да, и чтобы G была вот как тут. Что значит как тут? Ну смотри, это просто G буква. Так и тут. Ты хочешь без кружка? Угу. И знаешь что? Мне не устраивает то, что на фоне нет еще винтовок. Автомат. Фон у тебя почти не будет видно. Если ты вот представь это вот только вот это будет видно. Ты хочешь здесь, чтобы видно винтовку? Ну да. Так, где G в кружке? Где G в кружке? G должно быть не в кружке.
как карточки товара карусели. И просто цифры типа 5-6 без текста внизу. Без текста внизу. Что у него там за текст внизу? 1 евро, что ли, у тебя что там? 1 плюс 7. 1 плюс 7. Так, давай родителя тоже посмотрим. Что у нас с родителями? Родитель. Так, управление родителем. Ребенок. Ну, блин. Управление родителем. Как будто родители управляют. Баланс. Баланс ребенка. Нормально. Так, оценка дня. Ежедневная оценка. Что за спрос? Категория обязанности. Мама, давай начислим мне баллы. Начислить баллы ребенку. Не очень понятно. Плюс 1 монета, здесь что? Плюс 5 жетонов. Критерии я добавляю. Да, где вот создать. Да? Например, прочитать 20 страниц. Категория школа, обязанности, поведение, спорт. Мама, а начисли мне дофига монет. Подожди, Сейчас. Это мог Интересно, они связаны? С чем? Макс повторов в день. Один, Ну, ребенок с родителями здесь. Не знаю. И награды. Вот я смотрю, одобрить, отправить. Установить стоимость покупки. Ранее одобренные желаемые покупки. Так, а где награды? Одобрить и отправить. По поводу родителя. Что вместо управления родителем написать? Управление ребенком. Не, прав. Убери просто. Убери управление. Убери текст. Управление родителем. Функционал должен быть. Первое. Оценить желаемое. Второе. Разрешить потратить желаемое. Внеси изменения в МОК и документацию. Блин, я забыла про винтовки написать. Потом напишу. Где МОК? Мопс. Зайди теперь в ребенка. Зайди. Он сейчас будет прям менять. Поэтому... О, что это такое? Это прицел. Я хочу. Подожди, он работает над этим. Он работает над этим. Думаю, хочу приватно, видишь, ну нормально. Я не Думаю, хочу. Классно, мне нравится, что он. А где потратить, кстати? Можно как-то потратить? Нет. Переместить хочу. Телеграм, интересно, что думаю по этому? Телег скачиваешь. Боевой прогресс мне тоже нравится. Он прям прочувствовал тематику. Месяц. Не хочет работать, ну ладно. Вот. Он как раз пишет, вот хочу. Так. А я... Куда он дел? Куда он дел? Думаю. Ладно, думаю. Хочу. Прогресс. Интересно, я смогу купить как-то? Да, как купить? Одобрено родителям. Так, да, еще родителя посмотрим. Панель родителя он все равно. Ребенок генерал Александр. Ну ладно. Так, критерии
Награды. Разрешить потратить, вот. Так, да, я ему сразу напишу. Не вижу. Про винтовки Вижу, напиши. да, функционала, как ребенок может отправить то, что хочет потратить. Нужно что-то типа корзины, чтобы не потратить больше, чем есть. Еще на фон ребенка можешь добавить винтовки. Автоматы. Автомат. Со скином. Ну, с разрисовкой. Что это значит? Вот узнаем, как искусственный интеллект понимает. Ну все, я надеюсь, что это будет последний наш шаг. Давай пока посидим в как Причем он сейчас в будет её- приложении, которое он сделал. это не приложение еще, это пока. Это все равно, что, знаешь, сравнивать живую утку и игрушечную уточку. Ну, тогда зайди в игрушечную уточку. Что это такое еще? Пин-код не знаю, не мало ли нам. Мне кажется, мне не нравится тема с пин-кодом. А что такого? Ну, потому что его можно подобрать. Либо нужно нам сделать так, что если ты 3 раза неправильно вводишь, то он блочит вообще тебя. Ну да, если ты забудешь. Просто если мы это разместим в интернете, и люди будут нас пытаться взломать, то это будет очень легко сделать. Так, появилась корзина. А зачем нам зла? Числить баллы ребенку, какие критерии. Нам-то не надо, а кому-то будет интересно. Зачем взламывать нас? А зачем хакеры что-то взломают? Так. Как деньги получить? Не всегда. Корзина запроса покупок. Открыть. Товары к покупке. А как ты добавляешь товары к покупке? Запросить списание. Так, хочу. Вот в корзину добавляешь. Мне кажется, нормально. Баланса хватает! Ура! У меня баланса хватает! А это, видишь, ожидание оценки родителям. Слушай, ну мне нравится. Чё, блин? Я напишу, что меня беспокоит. Меня беспокоит. Меня беспокоит пин-код. Мы собираемся выложить видео с разработкой, процессом, да, разработки. Сеть 4-6 цифр легко взломать подбором. А я тяжело взломаю. Это самое страшное. Что ты меня... Ой. Как он много написал. Почитаем. Так, функционал... Так, это функционал ты сделал. Так, очень правильно, зрелое замечание, да. Так, защита от брутфорса. Так, смотри, он случайно написал $10 000 он написал комбинацию. Зачем? Это он, видимо, что он... Там сколько комбинаций для... 10 000, правильно. Хотела посчитать. Считая 0, это 10 000. Без защиты компьютер переберет их за пару секунд. Да. 3 неверные попытки, пауза 2 секунды. 4, пауза 30 секунд. 5, полная блокировка на 15 минут. При 5, у нас все время пуш, что вас пытаются. При 5 попытках. Так, ну ладно. Или... Ну, код-то понятно, что мы не будем демонстрировать. Мы не идиоты. Так, родитель... Мама, не надо говорить идиоты на Символ, мастер, пароль, буквы и цифры, а ребенок шестизначный пин-код или графический ключ. И второй, одинаковый пин-код, секретная фраза семьи. таракан. Ну окей, ладно, давай вариант А выберем. Ты будешь вводить по пин-коду шестизначному, и если ты будешь неправильно вводить,
Он тебя будет наказывать. Все? Ты доволен? А, кстати, Что? винтовки-то. Так себе. Где винтовки? Он, наверное, не может. Мне кажется, у него цензура. Тогда пиши. В фоне детских страниц добавлен стилизированный камуфляж с паттернами, с силуэтами автоматов. Кама райфл. Дай посмотреть. Извините. Это не автоматы. Ну, Ну, если очень прищуриться. если закрыть оба глаза, выглядит лучше. Так вот. Ладно, что у нас будет в следующих сериях? Ну, А что он так пишет? Ну, прикольно, мне нравится. это не антистресс. Мама, ты что, мне будешь взломать это? Все, в следующей серии будем писать код, причем писать код мы будем сразу, наверное, с Яндексом вместе, поэтому я, наверное, подготовлю нам токен. Напишем код, потестируем на компьютере, потом будем тестировать на телефоне, следующий еще 3-й раз, 4-й запасной. Что думаешь, реально сделать за еще 2 раза? Все. Я думаю, нереально, раз это автоматы. Его мнению. Не, ну камуфляж выглядит лучше. Я виднее. Хочу, почему какая-то награда, да? Какая-то медаль такая. Тайна. Ну все, прощаемся. Всем пока! Ждите следующей серии. Чанчи-бити. Повтор. Постой, паровоз. И мы тут решили сделать... Блин, что это? Что я чувствую, я буду редактировать потом год. Нет, это точно было вырезать.